Человек – это такое создание, которое способно на предельные формы милосердия и доброты, но ровно на такие же предельные формы жестокости. Они были абсолютно оскорблены самой идеей, что мы, ОМОНовцы, мы, в общем, приобрели боевой опыт, и нам сейчас говорят, вот иди и задерживай пьяных. Насилие – это единственный инструмент, который позволяет человеку в военных действиях сохранить собственную жизнь. Они сами же продолжают психологически находиться в зоне боевых действий еще некоторое время. Он просто ведет такой образ жизни, когда постоянно повышает для себя риски. Повседневность война – это звучит как программа. Вы имеете право, как ветеран боевых действий, получить бесплатную охапку дров. Более миролюбивых обществ, чем после гражданских войн, я никогда не видела. Время, когда нужно создавать идеалы. В два этапа. Сначала с 1994 по 1996, а потом с 1999 по 2000 в России шла Чеченская война. Сначала первая чеченская, в ней, по данным Комитета солдатских матерей, погибли и пропали без вести больше 14 тысяч человек. А потом вторая чеченская, 7425 погибших. В нашей стране об этом не принято говорить. У погибших на Чеченской войне нет ни мемориалов, ни музеев, ни памятников. Этот знак один из немногих в России и едва ли не единственный в Москве. Государство, начавшее чеченские кампании, вскоре после их окончания как будто забыло о том, что такое было. А люди, которых это же государство отправляло на войну, вернувшись с нее, остались один на один со своими болезнями, ранами и посттравматическим синдромом, который тоже мало кого заботил. Россия вступала в сытые и богатые нулевые. В них не было места калекам. Асмик Новикова – одна из тех, кто исследовал перемены в психике, социальных нормах и поведении российских милиционеров, вернувшихся из Чечни. Мы встретились с ней и поговорили о том, что происходит с людьми, которые возвращаются с войны, и почему по-настоящему вернуться с войны почти невозможно. Почему в России память о Чеченской войне и опыт Чеченской войны, он как будто бы спрятан под ковер, как будто его не существует. И в обыденной жизни этого нет. Чеченская история, она осталась личной проблемой самих ветеранов, тех, которые там выполняли поставленные задачи властями. А сами чеченцы, как-то остались с этим сами с собой. И мы же видим, что разрешение конфликта, если мы имеем в виду именно не просто окончание боевых действий, а разрешение конфликта, оно, по сути, было делегировано в Чечню. И, соответственно, они с этим и живут. И мы видим, как. А что касается в целом российского общества, то эта война, она как была локализована в социальной памяти, собственно, в самой Чечне и среди только тех, кто с этим имел непосредственный контакт. Так-то и осталось у них. Эта история была похоронена социально. Похоронена самими людьми? То есть никто не хотел вспоминать? Или это все-таки государственная такая история о том, что... Государство делегировало разрешение конфликта туда и забыло про ветеранов, по большому счету, и их семьи. И они с этой проблемой сами справлялись, сами с ней жили, и она там у них и сконцентрирована. Все. То есть это была история во многом отстраненная от, назовем это так, принимающего общества, да, нашего за пределами Чечни. Если даже вспомнить начало второй кампании, не было особенных протестов против этого, если сравнивать с первой. Сейчас это давно уже как-то ушло в историю, и все заархивировано. Я имею в виду в памяти общей, коллективной, заархивировано. И сейчас тем более это перебито текущим военным конфликтом. Я помню, что первая чеченская кампания вызвала яркий протест. Вторая нет. То есть это всегда была достаточно отстраненная история для российского общества. Несмотря на все чудовищные последствия, которые были. А вы же по профессии социолог? Угу. Я, конечно, предатель профессии, потому что
Я 20 лет работаю в правозащитном секторе, и все 20 лет мечтаю, когда же я вернусь в социологический центр какой-нибудь. А зачем правозащитному центру социолог? А чтобы понимать, почему, например, те же пытки сохраняются. Невозможно ответить на вопрос, если просто работать с материалами уголовных дел. Нужно докопаться до причин. Но для этого нужен социолог. Социология – это вообще универсальная отмычка. Она дает ответы при умелом использовании на очень многие вопросы. Почти 100 человек участвовали в исследовании, касающемся ветеранов чеченских боевых действий. Как вы их находили и как легко вам было с ними общаться? Это, что называется, секрет социологов, как рекрутировать нужных респондентов. Я и такой прием использую. Ты заходишь в поле через местного, очень значимого человека для этой среды. Ты увеличиваешь кредит доверия к себе у этого человека, а дальше он работает вместе с тобой, содействует тебе, потому что понимает, зачем нужно это исследование. И вот в каждом регионе через таких людей мы заходили в поле, и дальше через них выходили на ветеранов и их семьи. А сколько было регионов? 5. Насколько разным был уровень жизни ветеранов в регионе в зависимости от состояния дел в регионе? Примерно одинаково. Одинаково плохо? Одинаково бессмысленно и одинаково тупиково, да. Ну и примерно по уровню потребления тоже одинаково. В этих регионах эти ветераны позиционировались как ветераны? Нет, большая часть сидела дома и вспоминала яркие моменты своей службы. Они застряли в этом. Вещь, по-моему, очень многим свойственна. Если есть у тебя какой-то яркий социальный опыт, ты его проживаешь очень часто и много. И дальше, когда ты уже возвращаешься из своего воображаемого мира воспоминаний в реальность, ты пытаешься сымитировать то же самое. Отсюда берутся братства. Отсюда берутся какие-то криминальные группы. Отсюда берутся люди, которые готовы дальше подписывать контракты с частными военными компаниями. Потому что для них это более привычная среда, чем какая-либо еще. Почему, по-вашему, получилось так, что ветераны боевых действий в Афганистане, в войне, которая фактически была проиграна, пользовались и пользуются уважением в обществе, а ветераны боевых действий в Чечне, в войне, об итоге которой мы ничего не можем сказать, не пользуются ничем? Я не знаю ответ на этот вопрос. По-моему, там-то речь шла про использование регулярной армии. Как бы армия выполняла некий свой долг. А сейчас, и во время Чечни, там просто сборная солянка. И даже какого-то единоначалия нет. То есть там кто только не бегает. Не очень понятно вообще, что. Мне сложно ответить на этот вопрос. Кто из тех, с кем вы разговаривали в рамках этого исследования, вам запомнился? Дело в том, что правила социологических исследований запрещают нарушать анонимность. Вы можете мне называть имя? Ветераны, у которых по 12-13 командировок горячей точки. Да, вот эти люди. Их нет уже. Они должны были быть довольно молодыми людьми, там, в рамках 50 лет. Ну вот нету этих людей. Кто-то нет, естественно, не все эти 100 человек, да, но вот те, которых я ярче всего помню, их нет. Вас саму изменило это исследование? Вы о нем много говорите в разных интервью, то есть это такое Потому что меня об этом спрашивают, потому что наше исследование единственное в постсоветской России, посвященное этой теме. Как на меня повлияло? Никак. Я считала это важным. Я старалась честно и добросовестно выполнять свою задачу как социолога. Мне это было профессионально очень интересно. Нужно уважать своего собеседника. Я всегда была против того, что происходило в Чечне, против этих компаний. Но нельзя прийти в поле с высокомерной позицией и пытаться людям объяснить, как они были неправы, что вообще там оказались. Вы напрасно тратили свою жизнь? Да нет, конечно. Ты не можешь как социолог работать, если ты уничижаешь внутренние респондента. Ты пытаешься понять его опыт. И это для социолога важная задача и интересная. Я научилась работать с сложными респондентами. Новый тип респондента. Какие-то многие вещи поняла. Поняла со временем,
что в каких-то вопросах я была феноменально тупая тогда. Ну, ты растешь сам же, да, взрослеешь, и тоже по-другому какие-то вещи смотришь. Социолог понимает прекрасно, любой профессиональный, что человек – это такое создание, которое способно на предельные формы милосердия и доброты, но ровно на такие же предельные формы жестокости. Тут не должно быть никаких удивлений. В своих недавно вышедших и наделавших, между прочим, много шума мемуарах принц Гарри, в числе прочего, сообщает о том, что до 30 лет очень боялся выступать на публике и даже страдал от панических атак. Дело в том, что после 10 лет службы в армии, в том числе и в горячих точках в Афганистане, у принца обнаружили ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Но виной тому была не только армия. Первую и самую глубокую психологическую травму 12-летнему наследнику престола нанесла трагическая смерть его матери, принцессы Дианы. Тогда за горем подростка буквально в прямом эфире наблюдали миллионы телезрителей, а ему самому даже не с кем было поговорить. Когда Гарри рассказал о своем диагнозе отцу, королю Карлу III, тот ответил: «Это моя вина. Я должен был попытаться помочь тебе еще много лет назад». Как видите, богатые и знаменитые люди с доступом к лучшим специалистам, как и все, совершают классическую ошибку. Обращаются к психологам только тогда, когда уже находятся на грани. Но чтобы начать разбираться с накопившимися вопросами и тревогами, не обязательно ждать панической атаки. Поддерживать психическое здоровье так же важно, как заботиться, например, о гигиене зубов. И лучше это делать регулярно, не запуская проблемы. Подобрать подходящего психолога можно при помощи специального сервиса «Альтер». Его основательница Ольга Китаина сама практикующий психолог. Сервис работает с 2017 года, и его услугами уже воспользовались больше 60 тысяч человек. Задача «Альтер» – продвигать мировые стандарты психотерапии для клиентов. Поэтому на сервисе отдают предпочтение методам, которые имеют научную базу или признаны мировыми сообществами. Критерии для оценки методик разработаны на базе лаборатории консультативной психологии и психотерапии. У Альтер точный алгоритм подбора, разработанный Андреем Бреславом, программистом, под руководством которого разрабатывался язык программирования Kotlin. Анкета алгоритма позволяет описать весь спектр того, с чем клиент хочет работать на терапии, и расставить приоритет между направлениями. Алгоритм подбирает специалиста так, чтобы он наиболее точно соответствовал запросу клиента. А если клиент все равно будет чувствовать себя некомфортно, команда поддержки подберет психолога вручную. Сотрудники работают без роботизированных скриптов и индивидуально разбирают каждую ситуацию. Специалистов в Альтер отбирают строго. Обязательно высшее образование, опыт личной терапии и тестирование на профессиональные компетенции. Перед тем, как попасть в Альтер, психологи проходят тест на эмпатию и этику, а во время собеседования решают реальные кейсы. Так в сервисе убеждаются, что специалисты не только обладают необходимыми знаниями, но и умеют оказывать помощь в поддерживающей форме, чтобы клиенту было максимально просто ее принять. Цены на сессию начинаются от 1500 рублей, а по промокоду Гордеева вы получите 20% скидку на первую сессию с психологом. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране, вводим промокод Гордеева и находим своего психолога с помощью Альтер. Организация «Общественный вердикт». Что это вообще такое и чем оно занимается? Это было создано в 2004 году. Это правозащитная организация. Мы защищаем людей от произвола правоохранительных органов. Если коротко, чаще всего это люди, которых пытали, люди, которые задерживали на акциях протеста и потом тоже подвергли избиениям. Но мы еще много помогаем просто задержанным. И с 2012 года, когда возник закон об иностранных агентах, и он же стал применяться сначала только в отношении НКО, других правозащитных организаций, у нас выросла огромная практика по защите НКО.
Но вот сейчас это в основном пытки. В какой момент деятельность по защите людей от пыток и произвола правоохранительных органов смыкается с опытом милиционеров в Чечне? Ну, собственно, когда мы провели первое очень большое исследование, книжка вышла «Реформа правоохранительных органов. Преодоление произвола». И было понятно, что участие рядовых сотрудников милиции на тот момент в военных действиях очень сильно влияет на качество работы милиции. Было понятно, что это одна из причин депрофессионализации. Мы, конечно, еще пытались тогда понять, насколько чеченские компании работают как лаборатория по обмену опытом, как пытать, и потом это повторяется в российских регионах. И отчасти мы эту гипотезу подтвердили. Собственно, понятно, что тематика профессионализации правоохранительных органов – это одно из ключевых направлений исследовательской работы фонда. А исследования в фонде существуют с самого начала, с 2004 года. То есть на постоянной основе мы занимаемся анализом правоприменения, потому что у нас уникальная ситуация. У нас есть огромный массив дел, это просто задокументированный архив преступлений, потому что это те дела, которые ведут наши юристы. А с другой стороны, у нас есть исследования и люди, которые могут смотреть на уголовное дело как на источник для социологического анализа. Уголовное дело – это же не только про право, это еще и про то, какие есть модели поведения, какие могут быть мотивации. То есть это богатейший архив для любого исследователя. Это реальные пострадавшие люди, которые нам доверили и которых мы защищаем, плюс за счет того, что у нас в организации работают профессиональные социологи, мы можем использовать репертуар социологических техник для того, чтобы просто проанализировать это и провести исследования. Вот в частности, исследования про ветеранов Чечни мы делали, используя техники неформализованные, то есть это глубинное интервью и экспертное интервью со всеми теми, у кого был так или иначе опыт участия в этом конфликте, прямой либо косвенный. И вот это сочетание социологического инструментария с очень надежной информацией, которая у нас есть из материалов уголовных дел, делает, я считаю, наш фонд уникальным на самом деле, потому что это хорошие исследования получаются, хорошая информация. Мы можем сколько угодно фиксировать случаи нарушения прав человека, а пытки – это грубейшее нарушение прав человека, но ни один судебный процесс не даст нам ответа на вопрос, почему применяют пытки, почему они сохраняются. И для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужен социолог. На психику человека, вернувшегося с войны, влияет понимание того, выиграна эта война или проиграна? Да, очень, потому что вот по второй чеченской кампании было очень хорошо понятно, что милиционеры, которые там по полгода служили, с каждым месяцем все отчетливее понимали, насколько имитационный характер имеет то, что они там делают. Это была ситуация, похожая на то, что вот они такие, как оккупационные войска, находятся внутри Чечни на своей изолированной базе и уже перестают понимать, где у них обычный преступник, где у них, допустим, террорист, где, вообще говоря, просто обычный местный житель. То есть ты как бы изолированно находишься, не понимаешь, что вокруг происходит, и не понимаешь, как вот твоя конкретная деятельность, вообще говоря, вкладывается толком вот в это восстановление Чечни и интеграции республики в правовое поле России. Они прекрасно понимали, что все это, в общем, некая профанация. И чем больше ты находишься там и занимаешься этой профанацией, тем в конечном итоге ты понимаешь, что, наверное, все-таки мы участвуем в какой-то другой игре чужой. Вообще непонятно, чем мы занимаемся. Да, это было. Это очень было развито среди ветеранов. Ты понимаешь, что все делают вид, и ты в том числе. Как бы вот ты ежедневно что-то делаешь, но это абсолютно не достигает тех целей, которые официально декларируются. То есть ты участвуешь в какой-то очень сомнительной истории. Это работает на девальвацию права, прежде всего, с которым они возвращались в Россию. Материковый, скажем так. Вопрос ресентимента, который сейчас там один из важных вопросов. Возникал ли он во время вашего исследования, связанного с милиционерами, вернувшимися из Чечни? Ресентимента в том смысле, что они должны были бы быть, по идее, очень обижены на государство. Да, оскорблены даже. Почему вот этой рефлексии-то и не было? Потому что любая попытка рефлексии, она приводила к тому, что человек понимал,
что его использовали и за ненадобностью выбросили. И никому он не нужен. Но они со своей позиции, конечно же, воспринимали это как предательство. Это такое сложное, тяжелое знание, что человек не очень хотел с ним существовать постоянно. Бегство от реальности – это основная была социальная модель поведения. И сейчас она такая же. И, наверное, частично вот это бегство от реальности и объясняет более обостренную такую социальную заявку на более выраженную, на ненасилие. Потому что страшно. Потому что страшно. Это так работает. Есть некоторое количество людей, которые участвовали в основном во второй чеченской кампании, а потом я вдруг их обнаруживаю среди важных персонажей ЧВК «Вагнер». Да, конечно. Один из наиболее эффективных способов справиться с ПТСР – это, собственно, конвертировать свой опыт в другой военный сценарий. Ну, то есть для них это наиболее удачный сценарий социальной интеграции. А потому что применить себя в обычной рутинной жизни очень сложно. Они становятся профессиональными бойцами. И эти люди дальше просто ищут другие вооруженные конфликты. То есть они сидят, то есть даже если они вернулись, никаких боевых действий нет, они сидят и ждут, когда начнется другая война? Да. Вот мы, когда проводили исследования, было понятно, что все эти люди живут по принципу «я готов собрать рюкзачок и поехать дальше воевать». Потому что то, что им предлагалось по возвращении к мирной жизни, это такие профессиональные сценарии, которые для них, в общем-то, были не очень адекватны. Ну, то есть они считали так, что они вернулись героями, приобрели боевой опыт опасный, они бойцы. И как бы непонятно, куда этот опыт теперь применять. Идти охранником. Не помню, один ветеран рассказывал, говорит, я зарегистрировал фирму, даже заплатил, ничего не получилось, я же не понимаю, как строить бизнес, я это не умею делать. Я совсем другой человек, да, то есть я могу решить боевую задачу, а вот сделать свой стартап, говоря современным языком, я не могу. В итоге он был вынужден ее закрыть, да еще и заплатил там какую-то то ли пошлину, то ли что, за закрытие. Ну, то есть очень многие при этом как-то, встраивались в том плане, что они становились просто охранниками. Это такой был самый типичный сценарий. То есть получается, что в органах, то есть в государственных органах ФСБ или в Министерстве или обороны, в Министерстве внутренних дел не было для людей с этим опытом места? Если сотрудник милиции уходил в Министерство обороны, то он терял те звания, которые у него были в милиции. Они не конвертируются, они не переходят. То есть, если ты, например, офицер, ОМОНовцы, они все офицеры, ты мог идти на позицию, по сути, рядового в Минобороны. Кому это интересно после войны? Просто представьте этих людей. Им говорят, да, хорошо, мы тебя возьмем в армию, но все твои звания, они никаким образом автоматически не учитываются. То есть ты приходишь фактически на позицию самой низкой ступени. Зачем? Это им не интересно. Да, но не предлагалась ли им какая-то военная траектория? Есть же там какие-то... Предлагалась Минобороны с потерей просто... социального статуса правоохранительного. Это предлагалось. Можно было пойти, например, во ФСИН, там еще куда-то. Но их же никто не увольнял. Они возвращались обратно в свои отделы милиции. И продолжали делать то, что делали? Да юры же они относили к милиции общественной безопасности. И из них формировали, по первости, патрули постовые. То есть вот эти вот ППС, патрульно-постовая служба, они до юры туда и возвращались. Но это же абсурд. Во-первых, работа ППСника, она такая наиболее, скажем так, маргинальная. Это раз. Во-вторых, он боевой ветеран. Он, в общем, может, конечно, пьяных задерживать. И они задерживали пьяных, с пьяным потом приходилось его приводить в чувство. То есть эти люди работают по-другому. У них боевые навыки, не милицейские уже. И они были абсолютно оскорблены самой идеей, что мы, ОМОНовцы, мы, в общем, приобрели боевой опыт, и нам сейчас говорят, иди и задерживай пьяных. То есть это не тот формат профессиональной деятельности, который они готовы были принять.
Как быстро человек из мирного становится боевым? Вообще говоря, их отправляли в командировки сначала на 1,5 месяца, потом на 3, потом на полгода. И большую часть на полгода. Если человек полгода был на войне, я думаю, что это такой яркий социальный опыт, который его изменил навсегда. Кто сейчас будет встречать людей, которые возвращаются с войны? Жены, сестры, матеря. Все. Но в лучшем случае людей отправят отдыхать куда-то. Подлечат, выплатят деньги. Все. Но это не реабилитация. И уж тем более это не программа, которая научает семью и человека справляться с таким опытом и дальше строить планы и жить. Ведь никто не строит планов. Вот из этих людей никто не строит планов. Но сейчас вообще мало кто строит планы. Посмотрите на результаты разных опросов. Это очень важный маркер отказа людей от планирования. Очень важный. В первой и во второй чеченской кампании очень важную роль играли мамы и жены, в общем, семьи военнослужащих, которые так или иначе их оттуда вытаскивали, и которые были вовлечены в то, что будет происходить потом, и чтобы найти пропавшего без вести, чтобы там как-то вытащить раненого и так далее. Такая низкая активность социальная родственников военнослужащих, мобилизованных, которые сейчас находятся в Украине. С чем вы ее связываете? С полной дезориентацией и непониманием того, что происходит. С чеченскими компаниями все было понятно. Теракты, взрывы. Надо с этим что-то делать. Так нет, сначала все-таки была война, а потом теракты и взрывы. Ой, там сложно было. Была абсолютно понятна угроза, которая есть. Мы можем сейчас долго рассуждать, что это была за угроза, но людям это было понятно. Была заметная угроза, как бы весьма ощутимая и страх. А сейчас ситуация другая, люди дезориентированы. В полной мере никто не понимает на самом деле, что происходит. Есть некое объяснение, которое транслируется, и транслируется настойчиво и очень понятно, и очень многие люди, в общем-то, его воспроизводят, эту объяснительную модель, но никто в это не верит до конца. Но когда реальность врывается в их семью в виде разных там телефонных звонков, либо еще какой-то информации от тех источников, которым они доверяют, то происходит некое отрезвление, как мне кажется. Люди начинают искать, начинают возмущаться, начинают как-то там пытаться достучаться до государственных органов, пытаются добиться того, чтобы, я не знаю, снабжение было какое-то хорошее. Ну, то есть делают то, что их вот буквально пронзило, да, вот их это затронуло. А так нет, ну, какой-то туман. В первую и во вторую чеченскую кампанию, совокупно мы не можем понять, там одни и те же люди или разные. В общем, и там было 80 тысяч человек, и здесь было примерно столько же. Сейчас мы знаем только о 300 тысячах мобилизованных. Мы не знаем, сколько там было контрактников или срочников, или добровольцев. Мы не знаем, сколько заключенных удалось завербовать Пригожину и какая численность его в этой частной военной кампании. То есть, все равно это в разы больше людей. Как должна вообще, по идее, страна, в которой здесь вообще ничего не напоминает о войне, как она должна готовиться встречать этих людей? Что должно быть сделано? То есть мы понимаем, что эти люди вернутся. Раненые, контуженные, кто выживет, да. Но они вернутся сюда. И как-то все дальше должны будут жить вместе. Что можно сделать, что должны делать люди, по идее, сейчас? Они будут очень много должны этим людям и их семьям. Ну, мы же можем просто взять аналогию с чеченской кампанией и просто как минимум сейчас уверенно говорить о том, что те люди, которые будут нуждаться в реабилитации, реинтеграции, да, обратно, от государства, которое их отправило туда, они должны получить эту помощь. И их семьи тоже. А какая-то, может быть, помощь, в идеале нужно отталкиваться от конкретного кейса, но вот от конкретной ситуации. Есть же люди войны, есть такие люди, которые вполне себе нормально чувствуют себя, то есть с ними ничего не происходит. Угу. А есть люди, которые возвращаются и абсолютно выхолощены как личности, ну, то есть не могут существовать в этой текущей повседневности.
У каждого будет своя история. Нужен гибкий, хороший подход, чтобы эти люди стали приемлемыми членами общества, чтобы предупредить заранее рост возможной преступности, чтобы предупредить заранее очень опасную ситуацию, когда человек не находит смысла в собственном существовании, и вот эта вот бессмысленность, она может привести к тому, что либо человек погибает постепенно, реально погибает от бессмысленности собственного существования. Он обязательно спивается или наркотики, или просто погибает? Он просто ведет такой образ жизни, когда постоянно повышает для себя риски. Оказывается в нелепой ситуации, в компании каких-то странных людей, еще что-то. Но вот эта ситуация, когда человек не находит нового содержания в своей жизни после военного опыта, она очень опасная, потому что различные, например, возможные преступные группы, это такое вполне закономерное следствие, когда у человека есть боевые навыки, и он их использует уже в обычной мирной жизни, просто достигая других целей. Вот это вот тоже опасная вещь. Но я уж не говорю про разные девиации, которые могут быть. Какие могут быть? Я не знаю. Неадекватная реакция на очень какую-нибудь обычную ситуацию. Или не знаю, как майор Евсюков, пойти и пострелять в супермаркете. Разные могут быть девиации. Это где было? В Рязани, когда парень вернулся с военных действий, и что он там взорвал в баре, я не помню, пожар, и много людей погибло. Это вот сейчас недавно было. То есть там случился пожар в результате. Но это не очень адекватное поведение. Они сами же продолжают психологически находиться в зоне боевых действий еще некоторое время, возвращаясь в мирную жизнь. Очень долго продолжают. И им кажется, что мир, который их окружает, по-прежнему опасен. Теряется понимание того, где есть реальная опасность, а где нет. Эта грань сглаживается. Грань между опасностью и неопасностью, она стирается. И вот с этим они возвращаются. Вот вы говорите о том, что человек, который побывал на войне, он будет неосознанно все равно туда стремиться. Многие, да. И мы при этом имеем институт, созданный Пригожиным, институт легитимизации такой работы, как война. То есть просто есть такая работа теперь. И, скорее всего, это будет каким-то образом влиять на общество, что ты можешь долго и мучительно делать карьеру, работая продавцом в каком-нибудь ритейле, а вообще ты можешь записаться на войну и зарплата, и работа. Я думаю, что это социальная ниша, в первую очередь, для тех, кто имеет боевой опыт. И вот по тем редким интервью, которые мы сейчас можем прочитать от заключенных, которые были помилованы, как мы теперь знаем, и вернулись с военных действий, там звучат какие-то ритуальные фразы про то, что я вот теперь дом построю, не знаю, дерево посажу, еще что-то. А потом все-таки даже, когда ты читаешь это интервью в реинтерпретации уже журналиста, тем не менее видно, что де-факто человек ждет эти 45 дней, чтобы потом вернуться обратно. Поэтому то, что делает Пригожин, он создает некую социальную нишу для тех, для которых рутинная повседневность – это война. Что это будет значить для нас, как для общества? Повседневность, война – это звучит как программа. Вот это и будет значить. Никакого законодательного обеспечения для этого нет. Но парамилитарные группы вот такие есть. Если это будет создана вот такая парамилитарная группа, то она и будет решать те или иные задачи, которые власти не хотят решать самостоятельно. Как это и происходит во всем мире. Они есть во всех частях света, и везде это своя история. Это военизированные организации, которые копируют структуру, методы управления, методы ведения боя и так далее официальных регулярных армий. И чаще всего их используют на охране, например, очень важных государственных объектов, например, за пределами этого государства. С сомалийскими пиратами в итоге-то вопрос был разрешен с привлечением частной армии. Ни одна из армий мира или местных не захотели этим заниматься. Я здесь не готова к тому, что это будет обязательно что-то очень страшное и ужасное. Мы видим, как это происходит в мире, не знаю. Что будет здесь конкретно, не знаю. Из того, что мы видим, по тем еще раз кусочкам информации,
Может быть, очень разное. Я не знаю, сколько раз еще нам покажут там, не знаю, публичные казни. Но вот это же безотносительно к тому, кто это делает, это же вещь недопустимая. Это раздвигает рамки допустимого насилия. Просто показывается что-то, что, в общем-то, многие знают, но нету надлежащей реакции со стороны властей. Вот такие вещи работают на раздвижение рамок допустимого насилия. Это опасно. И мы можем провести аналогию с вигилантами. Вот эта тема, которой тоже много занимается фонд «Общественный вердикт». Это такие группы граждан, которые присвоили себе полицейские полномочия и считают, что они могут и определять, что является нормой, и, идя по улице или еще где-то, выявлять, где эта норма нарушается, и тут же привлекать граждан к ответственности. Это, по-своему, такие лайт-парамилитарные группы, которые тоже берут на себя часть государственных функций. Это то, что здесь вот было очень заметно вот 3 года назад. Ну, какой-нибудь «Лев против». Они уже занимались имплементацией своего требования. То есть они буквально там могли отобрать, применить насилие, якобы в ответ на сопротивление. И это такая квазиполиция. Вот это было очень развито. Власти очень долго за этим наблюдали, вот фактически за тем, как приватизируется монополия на насилие. И до какой-то степени это властей устраивало. Когда перестало устраивать, они постепенно все это вернули себе, эту монополию. То, что сейчас мы видим с группой Вагнера, ну, это уже примерно то же самое. Только за правду до самой смерти. Только это военные действия, да. Но просто вот у них есть это как бы делегировано от властей задача. Но когда мы говорим про публичную казнь, ясно, что это противоречит всему законодательству. Но мы это же не первый раз видим. Разница именно в том, что это сейчас было преподнесено как доблесть. Была некая героизация всего этого. Вот что опасно. Как пример это было подано. И не было, с моей точки зрения, надлежащей реакции. Власти очень долго никак себя не проявляли в этом. И это раздвигало рамки допустимого насилия. Здесь могут быть долгоиграющие последствия. То есть это когда правила войны перетекают на правила мирной жизни. То есть это теперь можно, допустим, и в тюрьме, это можно и при допросе в Следственном комитете. Ну, можно... с предателями так можно. И это другой уровень насилия, который применяют к людям. С ними обращаются не как с нарушителями или надоедливыми какими-то активистами, а как с предателями. Это естественный процесс или это какое-то разрешение, какое-то специальное указание? Вот именно когда власти не дают надлежащей реакции, например, на случай, когда распространяется видео публичной казни, вот это постепенно и раздвигает эти рамки допустимого насилия. Но люди же видят, что происходит, видят, какова реакция, и делают какие-то выводы. Я не считаю, что там были даны какие-то вот установки. Есть понимание, что в этом текущем моменте так можно. Ну, или если мы вернемся к вигилантам, если вигилантская группа может год ходить и фактически заниматься непрерывным провоцированием побоищ, якобы потому, что эти люди сидят, не знаю, на Болотной площади и пьют пиво, и полиция приезжает и задерживать тех, кто сидел мирно, себе спокойно общался и выпивал пиво, а людей, которые спровоцировали здесь конфликты, насилие, оставляет в покое, то понятно, что эта вигилантская группа, она и дальше будет наращивать то, что она делает. Так это и происходило. Вам самой лично страшно? Нет. Почему? А чего бояться? Что мы увидим через 5 лет, через 10 лет? С чем мы столкнемся? Нет, не страшно. Грустно. Сделано очень много. То есть просто они оказались сильнее? Есть так всегда, конечно. Правозащитные организации – это организации, которые используют все методы работы, которые лежат в рамках закона и не связаны с насилием. Наша организация помогала людям, вела их дела и ведет в российских судах, используя те возможности, которые дает уголовный процесс здесь. У нас есть программа и психологическая реабилитация для людей, переживших пытки. Мы проводим исследования. И также работали все остальные правозащитные организации. Но если с 2012 года фактически правозащитная организация, объявленная
да не то, что врагами народа, но на них повесили этот ярлык, то, что в этом балансе сил можно сделать. Сейчас с новой войны, с войны с Украиной будут возвращаться первые мобилизованные, то есть первые люди, взятые из мирной жизни совершенно. А кто сказал, что они будут возвращаться? Ротация. А где вы слышали про ротацию? Ротация подразумевает, что человека с боевой позиции отправляют отдохнуть в казарму, а не домой. По крайней мере, если мы посмотрим внимательно на указ президента, там не указаны сроки мобилизации. Все же говорят об этом только в том ключе, что она еще продолжается, она действительно продолжается. Но надо обратить внимание на то, что отсутствие срока означает, что тех, кого призывали по мобилизации, если говорить языком этого приказа, их призывали бессрочно. И если есть мнение, что если будет указан срок мобилизации в самом указе, то человек, который находится сейчас на позициях, при наступлении этого срока просто встанет и уедет домой, и будет прав. Поэтому этого срока там как бы быть и не может. Позиция экспертов нашего фонда «Общественный вердикт», что вполне можно было указать в указе срок мобилизации. Просто так прописать его, что как бы срока мобилизации в целом его нет, то есть указ действующий, но тех, которых призывали в такой-то период, значит, возвращаются тогда-то. Нет, этого нет. Поэтому сейчас, строго говоря, все те, кого мобилизовали бессрочно. А это откладывает отпечаток на людей, которые там находятся? Еще какой? Это называется ситуация, стресс неопределенности. Ты оказался на боевых позициях, фактически в военных действиях. Ты гражданский человек, не знаю, тракторист, водитель, кто угодно. У тебя нету ни каких-то социальных привычек вообще существовать в таком контексте. У тебя нет боевого опыта. Ты не можешь на это опираться. Там ты ничего не понимаешь. И ты не понимаешь, когда эта ситуация для тебя закончится. Это двойной стресс. Какое количество людей затрагивает ПТСР человека, который вернулся с войны? Как минимум его семью, конечно же. И он возвращается в некий социальный контекст. Социальный контекст, который для него наиболее насыщенный и постоянный, и от которого он, кстати, не может отвертеться, даже если хочет, это его семья. И, конечно же, семьи, они весь основной удар реинтеграции человека после командировок, после боевого опыта приняли на себя. Семья – это ключевой фактор был. И как ресоциализация, возвращение человека обратно после боевого опыта, так и ключевой фактор, из всех тех проблем, которые возникали. Все, мне кажется, что за пределы семьи и собственной МВД, то есть самих тогда еще, милицейских отделов, это не выходило. Очень много в нашей стране городов, мест, где работа в полиции – это один из немногих, в общем-то, способов вертикальной мобильности, да. То есть, допустим, Республика Коми. Я помню, мне рассказывали местные сотрудники, что говорят, а куда идти? То есть вариантов несколько. Либо ты валишь лес, либо идешь работать в колонии, потому что там много колоний, либо ты идешь работать в правоохранительные органы. Куда тебя возьмут? В прокуратуру это сложно, это элитарное место. Следственный комитет тоже сложно. В полицию, стабильный доход, там еще что-то. И там, в общем, этой границы социальной между сотрудником и гражданином, ее как таковой там особенно не было. Есть регионы, где полиция никогда не была сильно маргинализована, как, например, в Москве. Например, в Красноярске такого не было, потому что это, в принципе, правоохранительный регион. И там в Воронежской области тоже особенно такого не было. По крайней мере, в крупных городах такой висящей в воздухе конфронтации между полицией и гражданами нет. Но
мы прекрасно понимаем, что очень часто это очень зыбкая, даже иллюзорная вещь, потому что как только мы видим, когда граждане массово сталкиваются с полицией, это происходит на митингах, мы видим, что правоохранительные органы переходят в режим насилия очень быстро. И последние, например, задержания, которые были в Москве под Новый год, это вообще было очень похоже на тренировку ОМОНа просто. Ну, то есть это какая-то очень предельная жестокость. Там проблема тех же недозволенных методов, которые существуют, и это подтверждает в том числе решение российских судов, когда они отправляют в колонию сотрудников полиции за применение пыток. Эта проблема никуда не делась. И не воспринимается как проблема так, как хотелось бы. Вот у нас есть дело Марины Рузаевой, домохозяйка из Усолья-Сибирского, Иркутской области. У нее 3 детей. Обычная женщина. Нормальная семья. И ее попросили помочь полиции в поиске преступника. Приехать в отдел и посмотреть на фотографии предполагаемых преступников. Может быть, она кого-то знает. А фактически ее вот под этим лживым предлогом задержали, доставили в отдел Усолье-Сибирский и 5 часов пытали. Мы занимались вместе с иркутскими правозащитниками тем, чтобы добиться возбуждения уголовного дела, но чтобы оно было расследовано, на это ушло 6 лет. И вот через 6 лет состоялся приговор суда. Полицейских отправили в колонии. Но во время суда на суд принесли письмо, где свои подписи поставили 300 человек, а письмо следующего содержания, что, мол, вообще говоря, это прекрасные сотрудники, ничего особенного они не сделали. То есть фактически получается, что 300 человек, действующих сотрудников, оправдывают поведение полицейских, которые просто применили пытки. Мы добились все-таки компенсации уже для Марины. Мы просили 1 миллион рублей компенсации, но суд присудил 500 000. Это победа или проигрыш? Это победа. В наших текущих условиях это победа. Но, конечно, например, размер этой компенсации, он даже не покрывает стоимости того лечения и реабилитации, которое Марина проходила, поскольку она пережила пытки. Ей надели мешок на голову, от головы до пят. Избивали, жгли электрошокером. Человек просто не мог говорить. А чтобы она все рассказала, что она знает про это убийство. Она ничего не знает. Ну, просто потому, что она как-то отдаленно, они считали, знакома с тем человеком, которого убили. Ну, видимо, ее подозревали в чем-то. Ну, такой способ получения показаний вот был применен. И за это время выросли дети. Марина более-менее как-то... Они молодцы, там муж прекрасный. Он. Вообще любой человек, переживший пытки, он способен справиться. Только если есть значимый, близкий человек, который все на себя берет. Всю борьбу, чтобы добиться расследования, чтобы поддерживать человека, когда уже идет уголовное дело, чтобы он не сдавался. Это очень тяжело. Человек должен каждый раз на допросах повторять, что с ним происходило. Это фактически заново переживать эту травму. Очень важно, чтобы был рядом человек, который фактически все берет на себя. И в случае с Рузаевой это ее муж Павел Глущенко. Он, конечно, молодец. Он в правозащитника превратился, пока добивался справедливости к вопросу о милосердии либо справедливости. Справедливости в этом деле. Вот. И если мы вернемся к ветеранам, вот эти значимые близкие очень важны для человека, который хочет интегрировать свой боевой опыт в свою дальнейшую жизнь. Это очень сложный процесс. И тут важно, чтобы был кто-то рядом, кто помогает в этом, участвует и понимает в полной мере, что происходит. А что такое пытка? Это злонамеренное создание повышенного уровня страданий
в отношении человека, который сам эти страдания не может прекратить. При этом не принимается в расчет, что мы хотим с помощью этой пытки получить. Есть позиция ООН, то, что пытка всегда целенаправленно, имеет какую-то служебную цель. Есть позиция европейских организаций, Совета Европы, Европейского суда, что пытка может и не всегда преследовать конкретную цель. Мы всегда можем достроить цель. Но если мы посмотрим на то, как сформулирована пытка в ООНовских документах и сравним с тем, как сформулирована пытка в конвенции, Европейской конвенции, то мы увидим большую разницу. Я не сторонник точки зрения, что пытка всегда применяется с целью. В конвенции написано так. Это конвенция Совета Европы, которую мы денонсировали. Так, здесь я хочу... Сейчас я вспомню точно. Статья 3. Запрет пыток и жестокого обращения. Все, точка. Там нету ни про цели, ни про что. Все, запрет, пытки запрещены. ТЧК. Если мы посмотрим на ООНовскую, там написано, что пытка – это который может иметь вид, организация, попустительство, пытка, молчаливое согласие с пыткой, это причинение, я сейчас не помню точно цитату, можно посмотреть просто. Но ООНовский подход, он именно четко позиционирует целеполагание, что это для какой-то служебной цели. Европейская конвенция говорит просто о запрете пыток. И мы видим, что, например, там, где было признано, что была нарушена 3-я статья конвенции, то есть вот этот запрет, например, дела о домашнем насилии. Там нет никакого государства. Там государство есть только в роли того, что оно это допустило, в саму ситуацию, и, например, не расследовало, не обеспечило защиту жертв домашнего насилия. Но это все-таки ситуация, когда, условно говоря, человек подвергался жестокому обращению, дома, со стороны человека, который с ним проживал вместе. Вы задали очень важный и сложный вопрос. Целеполагание не всегда есть, с моей точки зрения. Но это важный аспект, конечно же. Потому что если говорить про полицейские пытки, то чаще всего они, конечно, применяются для того, чтобы получить информацию, значимую для расследования уголовного дела. А как вы вообще со всем этим собираетесь теперь бороться в ситуации, когда Россия абсолютно изолирована от международного права? И ничего из того, что вы сейчас хотите предъявить или закричать в голос о том, что это недопустимо, вам скажут, это там где-то недопустимо. Мы недавно разговаривали с коллегами и как раз вспоминали тоже, такие вещи. И сейчас время, когда нужно создавать идеалы. Это Сережа Лукашевский, мы с ним беседовали, процитировал Сахарова. Вот именно в такие времена нужно создавать идеалы. Нужно сохранять ценности прав человека. Это универсальная вещь, это универсальный словарь. В любой стране мира, если я разговариваю с людьми и беру интервью, когда ты строишь как модератор интервью на правах человека, тебя абсолютно все понимают. Ты можешь их так не называть, но по содержанию использовать эти стандарты, эти ценности. Это абсолютно универсальный язык. Мы не можем от них никуда деться. Задача состоит в том, чтобы не допустить международной изоляции. Вам больше некуда пожаловаться. ООН, комитеты ООН, у них есть процедура индивидуальных обращений. Это лет через 20, наверное, они рассмотрят. Нет, они достаточно быстро сейчас рассматривают. Сколько лет? Сопоставимо с тем, как работал Европейский суд. То есть все равно ты уже умрешь, а потом твое дело рассмотрят. Но есть спецпроцедуры ООНовские, и как только к ним есть обращение, спецдокладчики и так далее, то в течение минимального срока, даже до 3 дней, они, получая обращение, делают запрос органам. Иногда это работает на предотвращение. Вы этим пользуетесь? Конечно. Мы пользуемся тем, что есть. Знаете, что завезли, извините, тем и пользуемся. Я не питаю иллюзий по поводу эффективности этих инструментов, но мы считаем, что допустить изоляцию России нельзя, и те международные структуры, где Россия продолжает оставаться. Это ООНовские структуры, это Комитет против пыток ООН, это Комитет по правам человека ООН, это Совет по правам человека ООН. И у многих есть, например, процедуры подачи индивидуальных жалоб. Да, решения этих комитетов не имеют строгой юридической силы, но тем не менее это способ поддержания, диалога. Есть такой термин «диалог», он важен. Россия не вышла из ООНовских структур, Россия
фактически не особенно принимает участие, но тем не менее не вышла из ОБСЕ. Россия не денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток. Это отдельная конвенция. Под нее есть комитет, Европейский комитет по предупреждению пыток. Это пока все еще справедливо для России. Значит, мы работаем с теми институтами, которые есть. Но главным образом мы продолжаем теми средствами законными, которые есть, защищать права человека. А что делать? Сказать: ребят, ничего не можем, идите, до свидания, занавес? Нет. Нет. Такая работа никогда не прекращалась. Был ли у вас этот год момент, когда вы все-таки хотели опустить руки и сказать, что все? Нет. Нет. Не знаю, с чем это связано. Нет. Ну, если опустить руки, тогда что? Не знаю, мне кажется, сейчас самое время проводить исследования. И причем много разных. Работать надо. В 2 раза больше, чем работали. Боевой опыт участия в боевых действиях повышает в человеке толерантность к пыткам? Опривычивание насилия является прямым следствием участия любого человека в тех или иных действиях, где насилие является нормой. Да, это так. Пытки – это тоже насилие. Бывает такая вот хорошая, прекрасная война, в которой все соблюдают кодекс войны, ведут себя благородно? Нет, не бывает. И потом этот опыт переносят в мирную жизнь? Есть очень обширная, очень хорошая, с моей точки зрения, это завоевание человечества. Международное гуманитарное право. Но мы не знаем военных конфликтов, где оно полностью бы соблюдалось. Но это право есть. И это инструкция к повседневному поведению воюющих сторон. Ну, никто, по-моему, не зачитывает вслух это гуманитарное право тем, кто отправляется в зону боевых действий. Мы не знаем этого. Мы не знаем, как себя ведут в разных конфликтах воюющие стороны. Но мы можем оценивать, насколько оно соблюдается постфактум или вот непосредственно в динамике, видя, что происходит. Был опубликован доклад Human Rights Watch о применении противопехотных мин со стороны Украины в рамках текущего военного конфликта. Это задокументированная информация. Соответственно, можно сделать предположение, что в данном случае есть нарушение международного гуманитарного права, потому что противопехотные мины по своей природе неизбирательное оружие. И опасность представляет еще очень долго, после того, как закончился конфликт. Так что тут хорошо, что есть право. И есть возможность, опираясь на него, потом стремиться к правосудию. Респонденты вашего исследования, они отдавали себе отчет в том, что они стали более терпимы к пыткам, более терпимы к насилию, и что они сами готовы и терпеть, и применять? Они в таких категориях никогда не размышляли. Я очень ярко помню, что люди уходили от того, чтобы отрефлексировать собственный опыт. Это сложно. Это сложно любому человеку. Поэтому важно, например, соблюдать такое правило в исследованиях. Должна быть временная социальная дистанция. Ну, чтобы, особенно в таких историях, да, когда есть сложный опыт, чтобы человек мог на него посмотреть, покопаться в собственном персональном архиве памяти и отрефлексировать этот опыт. Это далеко не все делают, даже по истечении времени. Модель поведения – это бегство от реальности, от любой, причем вещественной и внутренней, эмоциональной. Это очень сложный опыт. Поэтому думать, что они размышляли в таких категориях, а вот как я отношусь к насилию, что я чувствую, а готов ли я его применять? Ну, я был не готов убить человека, а теперь, например, я готов убить человека. Я был не готов ударить человека, а теперь я готов ударить человека. Они это не высказывали сами во время интервью. То есть вот таких прямых высказываний не было. К чему они готовы и отдают себе отчет в этом, я не могу сказать. Но из чего вы делаете вывод о том, что уровень толерантности к насилию повышается у тех, кто прошел через боевые действия? Потому что насилие – это единственный инструмент, который позволяет
человеку в военных действиях сохранить собственную жизнь. И он таким образом становится просто универсальным способом действия. И поскольку во время войны переключиться на насилие можно моментально, это такой регистр, то эта привычка внутренней мобилизации и переключения на насилие, она сохраняется. Это формирует другую модель поведения. Когда вы давали рекомендации Министерству внутренних дел о создании специализированной психологической службы помощи людям, возвращающимся из зоны боевых действий, о чем вы говорили? Какого рода психологическая помощь должна быть оказана человеку, который с ротации возвращается? Во-первых, мы говорили прежде всего о том, что для того, чтобы люди, имеющие опыт боевых действий, вообще пошли к психологу, нужно, чтобы они ему доверяли. То есть без доверия к человеку, которому ты сейчас планируешь рассказать о том, что тебя беспокоит и разъедает изнутри, не получится никакой психологической реабилитации. Проблема в том, что на тот момент психологическая служба была частью отдела кадров. То есть если человек приходит к психологу, он приходит не к психологу, он приходит, в первую очередь, к кадровику. И все его проблемы в конечном счете будут в личном деле. Можно поставить крест на карьере. Соответственно, никакого необходимого режима доверия просто не возникало. Это ключевая, это была институциональная проблема, системная. То, что мы пытались донести до МВД, оно было очень простым. Что, во-первых, разорвите связь между психологом и кадровиком. Личная персональная история ветерана не должна зависеть не настолько должна быть зависеть от кадровика. То есть он должен свободно говорить со специалистом. И усильте эту службу за счет аутсорсинга, как мы сейчас скажем, за счет привлечения к работе прекрасных, вообще говоря, имеющихся специалистов, которые могут больше внимания уделять каждому ветерану. При том, что эффективная реабилитация возможна только в том случае, если работают с семьей. Потому что психолога ветеран видит, допустим, в лучших случаях раз в неделю, допустим, а в семье он находится каждый день. И семья является ключевым и фактором, и контекстом, где происходит реабилитация. И жен надо готовить к тому, чтобы встречать возвращающихся мужей. Этого ничего не было, как правило. Ничего не было. И мы, собственно, рекомендовали, что надо переориентировать психологическую работу на модель кейс-менеджмента, когда кейс – это семья, где есть человек, вернувшийся с войны. И не семья должна, высунув язык, пробираться через лабиринты российских ведомственных документов, где прописано, что вы имеете право, как ветеран боевых действий, получить, бесплатную охапку дров. Они сами выискивали все те возможности, которые предоставляло государство для ветеранов. А кейс-менеджер должен знать прекрасно все, что есть, и сконфигурировать для каждой семьи наиболее оптимальную для них программу реабилитации. Причем не только сконфигурировать и вручить ее, а именно обсудить ее с ними, чтобы это чувство распределительной ответственности возникало, что мы подписываемся под эту программу. Это как гражданская сделка. И мы в этом участвуем. Мы хотим это все делать. Проблема в том, что человек, вернувшийся с войны, его семья, у них нет ресурсов искать это все. И мы рекомендовали посмотреть на опыт Канады, у которой есть эта модель кейс-менеджмента, и сделать кросс-культурный перевод. То есть не просто взять, адаптировать, а именно понять основную идею. Может быть, сделать то же самое в России. Но наша основная позиция всегда была в том, что мы не будем за них это делать. То есть написать такие рекомендации, что ты берешь и готовый рецепт. Нет. Мы готовы вместе с ними разрабатывать, потому что это чувство ответственности за те решения, которые применяются, они должны быть у всех сторон. Это очень важно. Что-то сделано было? Нет. Мне неизвестно. Могло бы подробное исследование в рамках государственных последствий Чеченской войны предотвратить сегодняшнюю такую мобилизацию общества? Такие проблемы не решаются только исследованием. Такие проблемы не решаются только волюнтаризмом власти, которая, допустим, решит, что надо так здесь поступить.
Нужен диалог и поиск решений. То есть почему так важна публичная дискуссия? Потому что за счет проговаривания, обсуждения, понимания разных точек зрения ищется некая точка солидарности. Вот когда она найдена, то различные абсолютно группы, они начинают вкладываться в это решение. У нас ни разу такого не было. Ни по одной проблеме, которая есть в российском обществе. Поэтому нет ни одной эффективной реформы, до конца эффективной реформы. Фонд «Общественный вердикт» может сейчас себе позволять проводить большие социологические исследования в России? Может, и мы сейчас его сделали, скоро будет результат. Какой? Что ты думаешь о насилии и пытках? Общероссийский массовый опрос. Что-то меняется? В какую сторону? В сторону снижения толерантности к насилию. Всех с этим можно поздравить. Готовность терпеть это снижается. Неприятие насилия возрастает. Но при этом идет рядом война. Да. А потому что людям и человеку свойственно стремиться к счастью. Вот и все. И когда ты сталкиваешься с такой вот прямой манифестацией насилия, ты хочешь просто спокойно и нормально жить. Более миролюбивых обществ, чем после гражданских войн, я никогда не видела. Вот это, я помню, я приехала в Таджикистан по работе. И меня поразили отношения между людьми, между тем, как люди между собой общаются. Меня это просто поразило тогда. Тогда Таджикистан переживал как раз последствия чудовищной гражданской войны. Поэтому я думаю, что социальная база для разрастания насилия в реальности небольшая в России. И когда-нибудь эксперимент над российским обществом закончится. Общественный вердикт каким-то образом присутствует сейчас в России? Целиком присутствует. Мы работаем в российских судах. Особенно сейчас, когда Европейский суд стал красивым воспоминанием. Где защищать людей, которых здесь пытали? Где гарантии безопасности для людей, которые работают здесь? Внутреннее понимание своих рисков. Нет никаких гарантий. И не может быть. Мы делаем доброе дело, используя законы Российской Федерации. Это точка опоры. Что тут можно еще сделать? Что должно случиться, чтобы вы ушли из России? Реальные угрозы физические. Невозможно уничтожить коллективные действия. Наша история нам говорит о том, в среднем каждые 30-40 лет в России восстанавливается слой разночинцев. Людей, вот есть такой тип людей. Что бы здесь ни происходило. Вот они возникают каждые 30 лет. Вот 37-й год, а потом 60-й. Вот они, диссиденты-разночинцы. Родит земля русская вот этих вот людей, которые начинают заново собираться и что-то менять и создавать. Я думаю, это вот так и будет. Вот прошло 30 лет с момента распада Советского Союза. Что было сделано за эти 30 лет, и вот что сейчас происходит. Я просто знаю и уверена, что это все восстановимо. Коллективное действие невозможно уничтожить. И здесь будут всегда... Здесь такой воздух. Появляются люди, способные перевернуть текущую реальность. У них возникает идея, и они способны эту идею превратить в практику. И такие люди всегда будут возникать. Я в это верю. Вы такая? Не. Что? Не. Я социолог, я люблю копаться в исследованиях, анализировать. Я не человек-пароход, нет. А во что вы верите вот в этом смысле? В профессионализм. Потому что профессиональный человек, даже если он ангажирован другими ценностями, видя, что происходит, он просто не может с этим согласиться. Например, качество принимаемых законов. Любой юрист, если он профессионал, он не может на это спокойно смотреть. Это не закон. Там нет норм. Там нет определений. Да, вот в это, наверное, я верю. Если говорить про профессиональную деятельность. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина?
А почему такая дихотомия? Ну, смотрите, сколько людей уехало. А Родина – это что? Место, где тебе хорошо. Место, где твое сердце. Тогда это не дихотомия. Родина или истина. У меня нет ответа. Мне кажется, это ложное развлечение. А истины не существует. Истина написана в священных книжках. Вот там истина, а все остальное нет. А что с нами будет дальше? Мы будем жить, печь хлеб, шить платья из ситца, воспитывать своих детей в любой ситуации. И Украина нам это показывает.